Всем привет! Сегодня на скалодроме Элемент, который находится в Мюнхене, открылся совсем недавно, в апреле этого года, то есть всего полгода открыт. И сегодня полазаем трассы. Здесь градировка первая, самая простая, седьмая, самая сложная. Также параллельно с этим проходит Boulder Bundesliga. Это немецкие соревнования, немного локальные. И полазаем эти трассы и также их затестим. Итак, первая трасса на скалодроме по белым зацепкам с номером 1. Это самая простая трасса на скалодроме. Все зацепки очень хорошие, ноги гигантские. Вот про такие пятерки я говорю. Вот здесь немного высокий зашаг. Я бы добавил еще зацепку. Если уж позиционируешь себя как самая простая трасса на скалодроме, то надо, конечно, делать и для ног комфортные перехваты. А самое классное, что здесь есть топ-аут. Первая трасса и первый топ-аут. А сверху такое же покрытие, как и снизу на полу. Достаточно жестко, но никто не падает и достаточно безопасно. Нет смысла бояться. А здесь уже другая стенка. Класс. Единственная проблема, что они не сделали лесенку вниз. Там с другой стороны можно слезть, но сэкономлю время и силы. Слезу там, где залез. Вроде как это не сложно. Вторая по сложности трасса, розовые зацепки. Сегодня много людей, потому что выходной день, поэтому надо чуть ускориться. Трасса посложнее, чем предыдущая. И классно, что здесь не обозначают финишные зацепки. Вот она есть, но метки нету. Оп, залез. Третья трасса уже чуть посложнее. Большие синие пассивы, достаточно все еще хорошей формы, но явно сложнее. Кисть уже начинает напрягаться. Думаю, 6Б можно дать. И вверх классный, просто шагнул как по лестнике. И ручки для слаза тоже имеются. Хотя тут, наверное, легче пролезть по пятерке. Еще одна из особенностей, которая мне очень нравится, это то, что трассы крутят по одному бренду зацепок. То есть здесь X-Cult старт, X-Cult дальше, X-Cult, X-Cult. Вся трасса состоит из X-Cult. И это круто. Фух, ну 6B плюс 6C, наверное, дать можно. Зацепка очень замусоленная, плохо держит. Ее бы почистить, было бы проще. Зацените, какую классную зацепку нашел на скалодроме. Это прям крипово, конечно, но прикольно. Стараюсь не забывать и про слэп, поэтому следующая трасса у нас на слэбе с красивым видом, окошки. Стенд здесь пониже, потому что топ-аут. По правилам Германии, если есть топ-аут, то высота стенда не может быть выше 4 метра. А как сзади, если вылаз не предназначен, то может быть 4,5. Какой тяжелый старт. Зачем-то, не знаю, зачем сюда ставить все зацепки, но в целом их можно не спорить, потому что у стенда трение, и здесь трение, и здесь трение, и даже без зацепок легко вылазить, потому что плоскость хорошо держит. А вот и обратная лесенка, с которой слазают, если вы залезли на гриб. В целом это не очень классно, лучше делать больше вертикаль или прям лесенку впилить в стену, тогда будет комфортнее спускаться совсем новичкам. Нам-то профессионалам просто по такому слезть, а те, кто лазают только пятерки А, шестерки А, им, конечно, потруднее и пострашнее. Выезды на скалы по России и миру. Ссылка в описании. Мне пришлось сделать новый сайт, чтобы можно было производить оплату прямо через сайт. И я уже придумал 4 выезда по Европе, достаточно интересные места, популярные. Это Испания, Франция, Швейцария и Финляндия. На каждый выезд есть 3 опции поездки. Первая неделя, вторая неделя или на 2 недели сразу. У каждой недели будет свое расписание, свой аспект тренировок и разные трассы и разные сектора. Поэтому, если у вас есть возможность посетить выезд на 2 недели, конечно же, это самый интересный вариант. А сейчас, если вы находитесь в России, предлагаю вам рассмотреть вариант поездки на скалы на ближайший Новый год. Это актуально потому, что делать визу в Испанию чуть больше 3 недель. Сейчас Испания с удовольствием выдает визы русским на год или даже больше. С
24 декабря по 8 января. Мы посетим скалы, которые находятся недалеко от Барселоны, и достаточно много. Будем лазать на солнечной стороне, на солнце в Испании зимой жарко достаточно, а вот в тени прохладно. И это будет один из самых лучших вариантов, которые вы можете посетить в Европе зимой. Ну а теперь обратно в самый лучший зал Европы. Из тех, что я посетил. Итак, следующая трасса Ментоловая, это 6-я сложность. Посмотрим, что она из себя представляет. Старт достаточно далеко, но зато вся трасса по одинаковым зацепкам. Это 360 holes. Они, как всегда, выглядят прекрасно. Кажется, я нашел лишние зацепки на трассе. Очень объемненько. Это хорошее. О, она прям очень хорошая. Блин, последнее движение прикольное. Если знать, что последняя зацепка ручка, даже все остальные, они покатые, а это прям очень хорошая цепка. Первое мое знакомство с такими зацепками Blue Pill. Синенькие, красивые, двухтекстурные, очень красивые, сделаны хорошо. Blue Pill вообще один из топовых брендов. Но что-то расклад вообще непонятный. Ладно, будем пробовать. Что-то еще старт не самый простой такой. Исхитриться в крест. Для меня непонятно, прыжок это или нет. Как тут вообще делать? Эту трассу я попробовал достаточно большое количество раз, и обмануть так ее и не получилось. Правая рука здесь нужна для того, чтобы создать компрессию между левой и правой рукой, и чтобы левая рука не соскочила с этой, на первый взгляд, большой зацепки, но из-за того, что она на большом нависании, она на самом деле не очень хорошая, и с нее очень легко соскальзывать. Но это не прикольно, это просто ручка. А финиш здесь хитрый, можно несколькими вариантами сделать. Но по сути вот. То есть я касаюсь указательным пальцем и касаюсь рукой. И это финиш. Такие финиши часто бывают на соревнованиях, и многие спортсмены начинают пытаться зажать финиш. На самом деле он не зажимается. Нужно поднести палец и второй рукой коснуться. Из-за того, что скалодром коммерческий и преобладают здесь любители и новички, трудных трасс почти не крутят. Вторая трасса с номером 7 по черным зацепкам – это Kilter's Grip. Таких в России нету зацепок. Первый раз по ним лазаю.
Полазал я простые сложные трассы, размялся и даже упахался. По нависанию предыдущей трассы была достаточно тяжелой. Еще одна черная трасса по черным зацепкам, те же самые Kilters Grip. Тоже нависание, но она мне понравилась, она на красивом выносе находится. И трасса эта с Бундеслиги, Лига X2, одна из самых сложных трасс. Сейчас посмотрим, что у них там из сложного есть. Шершавая стенка вообще очень неприятная в руке. Поцарапался. Голубая трасса, Blue Pills, Бундеслига. Одна из сложных. Кажется, что надо носочек сос подцеплять, но почему-то так не хочется. Попробуй своим вариантом. Посмотрим, прокатит или нет. Хотел залить без зоны, не получилось. О, все, ручка. Трассы, конечно, простоватые, хочется что-то посложнее. Решил я вам показать оригинальный расклад прохождения этой трассы в инстаграме Элемент Мюних. Старт парень делает совершенно по-другому, и расклад оказывается намного сложнее, чем мой. Да, задумка классная, но, к сожалению, мне даже не захотелось так делать, потому что своим раскладом я сделал все эти движения с первой попытки, и они не показались мне какими-то сложными. А оригинальная задумка расклад выглядит намного сложнее. Я, честно, пытался поначалу залезть как и запланировано, но так и не придумал. Фиолетовая трасса, тоже по этим зацепкам не лазала, даже не знаю, что это за бренд. Вообще очень необычно, когда я не знаю зацепки. И здесь какое-то очень интересное движение в подхват. То ли так прыгать, наверное так. Что-то не хватает ног для другого движения. С другой стороны, в трение не упереться, потому что там глянец. Слишком низко прыгаю, из-за этого нога не успевает начать работать, и рукой не успеваю себя наверх поднять. Из-за этого зацепка не успевает начать работать, и я падаю. То есть суть, надо быстрее ногу поставлять, быстрее выше вставать, и шанс удержаться будет выше. Еще есть некоторые усложнения из-за старта зацепки, она достаточно пассивная. И каждый раз, когда я стартую, я достаточно сильно приседаю, чтобы пассив лучше работал. Слишком медленно левую ногу выносил. Я почистил зацепку и стартовую тоже. Надеюсь, станет чуть попроще. Хотя основную проблему не решит, потому что нога глянцевая. Но пока что это самая трудная трасса из тех, что я лазал. Хоть она и в один перехват, но этот перехват очень тяжелый. Не обладая достаточной спецификацией соревновательной, такое залезть очень тяжело. То есть неважно, насколько ты сильный, если у тебя плохая координация, это залезть почти невозможно. Потому что трасса не облазывается. Просто силовой прыжок. Чтобы вообще понять, какие категории накручены на Бундеслиге, попробую теперь вторую категорию. Это что-то среднее. До этого были тяжелые трассы, сейчас чуть попроще. Синие Blue Pills выглядят сочно. Очень красивые. Но не сказать, что это ручка. Пассивная плохая зацепка, которая еще в щепок плохо зажимается.
О, это хорошее. Только грязное. Вообще, основная проблема всех лежачек в том, что они быстро пылятся. Поэтому в скалодромах особо лежачка нет, особенно в верхней части. Но здесь сделали, и здесь это выглядит очень красиво, стильно, но при этом все равно пачкается. Хотя достаточно большой объем воздуха здесь, потому что высота потолков метров 8, наверное, 9. Можно было бы трудно сделать, но ребята сделали классный болдер. Здесь есть небольшой классный скалодромчик для детей с большой дверью, которую можно закрыть, и не будет слышно, как кричат эти маленькие дети. Вообще, такая тенденция стала достаточно давно популярна в Европе. Строить небольшие, маленькие детские скалодромы внутри больших взрослых скалодромов, тем самым отделив детей и взрослых, создавая безопасность, чистоту, порядок, спокойствие, тишину. Но, к сожалению, в России до сих пор такого нету, и это связано с тем, что наши скалодромы в России, особенно в Москве, не такого большого размера. Мы не можем позволить себе выделить достаточно большую зону для детского скалодрома. Но, надеюсь, в дальнейшем скалодром будет развиваться, и мы сможем позволить себе такую же большую зону, а может быть даже и лучше. Мы на втором этаже, и здесь почти сложных трасс нету. Я нахожусь около 6-й трассы, одна из тяжелых трасс, тут еще дети бегают. Снизу общая зона, здесь больше для новичков и для мамочек. Кстати, классная концепция. Сзади детский скалодром, здесь могут родители лазать, там взрослые. Все прекрасно. И рядом ручки для слаза. Кайф! Второй этаж, и здесь находится спрейвол, килтер, еще что-то, куча всяких подвесных конструкций, слэп есть, грибной тренажер, в общем, много всего интересного. Давайте посмотрим. Первое, что мне бросилось в глаза, кроме вот этого огромного спрейвола, это вот эта конструкция, она висит. Тут, наверное, 2 метра, я 1,80 м. И много пассивных зацепок разного размера. И еще есть внутри, чтобы можно было на разжатии висеть, что классно. Также можно на компрессию висеть, ходить в рукоходы. Вообще полезная штука. Кисть напрягается хорошо. Тест пройден. А еще здесь есть планочки. Я их видел уже в Берлине на кампусе такие стоят. Но на кампусе мне не понравились. Здесь чуть поинтереснее, но в целом для меня непонятная штука. Лучше повесить бистмейкер. Все-таки это не старейшая классика, на котором можно тренироваться, делать висы. И он везде всегда одинаковый. В этом его преимущество. А на другой стороне есть бистмейкер, 1000-я версия. Планочки хорошие, то есть больше для любителей. Но в целом здесь есть 15 мм, так что вполне нормально для полноценных тренировок. А еще тут есть что-то очень здоровенное, и это кампус. Он огромный, большое количество разнообразных деревяшек, хороших, плохих. Все, кстати, они повернуты не самой хорошей стороной, можно получше сделать, превратить их в ручки. А так они пассивные, покатые. Плохих деревяшек особо нету, вместо них полупустые. Я не очень понимаю, зачем это надо, зачем это сделано. Мне не нравится такой вариант, но мне нравится, что здесь сделано. Это повешен еще один бистмейкер 1000 и 2000 под углом 15 градусов. Здесь брусочек сделан, чтобы вывести вровень, вертикаль. И помимо этого, конечно же, много пассивов. Для новичков очень классно, потому что хорошо укрепляет кисть. И когда вы лазаете кампус по таким пассивам, вы закачиваете кисть. И потом, когда лазаете по рельефам, у вас не болит кисть. У многих с этим проблемы, из-за того, что они много и часто лазают по рельефам, не по мизеркам, не по дыркам, не по щипкам, именно преимущественно по рельефам, потому что они выглядят красиво, интересно. У людей начинает болеть кисть. И эта проблема появилась совсем недавно, когда начали появляться в России большие макросы, большие рельефы, пирамидки, треугольники. Почти у всех начали кисти болеть. ЛФК и СФП, конечно же, помогает, закачивает кисть, но вот эта штука лучше всего работает. Из-за того, что все-таки в России более профессиональный вид спорта скалолазания, потому что не так много новичков на самом деле приходят в скалолазание,
Здесь намного больше. Сюда приходят люди, которые никогда раньше не занимались спортом. Они полазали 30, 40, 50 минут, потом выпили пивка, съели пиццу, вечер провели идеально, и больше им ничего не надо. Поэтому здесь особо большой функциональной зоны нету. Зона СФП, ОФП, ЛФК. Все это здесь. Она небольшая, но она классная, продуманная, практичная. Есть турники, крутящийся турник. Есть место для гирек. И на такой большой скалодром всего 2 шведских лесенки с упором для отжиманий на брусьях. Достаточно классная штука. Особенно мне нравится, что она деревянная и тактильно намного приятнее. Потому что на некоторых скалодромах в Москве есть железные, и, честно говоря, они мне меньше нравятся. Также еще один турник, кольца, петли, TRX. Супер вообще. Вкачаться здесь можно очень хорошо. А самое главное, что здесь есть зеркало. И когда вы выполняете упражнение, можете смотреть в зеркало. Например, когда я делаю разводки на кольцах, на дельты, я могу смотреть в зеркало и видеть, что у меня сейчас рука согнута. Согнутая рука на этом упражнении мне не нужна, поэтому я могу скорректировать и выполнять на прямых руках. В итоге провел здесь 2 часа, и уже пора ехать в Инсбрук. Следующий выпуск будет из Инсбрука. Скалодром мне очень понравился. Мне очень нравится, что основная стенка, такой большой гриб, находится чуть выше остальных плоскостей. Также сзади есть нависание, которое чуть приподнято, благодаря чему оно выглядит сильно больше, особенно когда ты заходишь. Вид потрясающий. Ну и, конечно же, хорошая вентиляция и высокий потолок – это залог того, что у вас будет много кислорода и комфортно находиться на скалодроме. Ну и, конечно же, я не мог рассказать про входную группу и кафешка, которая находится с противоположной стороны от зоны ресепшена. Вся зона кафе отделена прозрачными высокими стеклами в пол, что позволяет сохранить запах кафе внутри территории кафе. То есть, когда вы проходите через кафе, заходите на скалодроме не пахнет едой. И это прекрасно, потому что очень часто в европейских залах ребята после того, как полазали, берут пивко, пиццу, садятся, смотрят, как люди лазают, но при этом все это находится на территории скалодрома, и из-за этого на скалодроме достаточно сильно, но вкусно пахнет едой. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, не забудьте написать комментарий, поставить лайк, подписаться на канал. А для тех, кто хочет финансово меня поддержать, подписывайтесь на мой Patreon канал. Ссылка в описании. Пока!